половины не было видно. Она поднималась, прямая и гладкая, и точно разрезала небо на две половины. Наша половина неба была буро-черного цвета, а та, что горизонта, темно-синяя. Так что нельзя было понять, где кончается черная земля и начинается небо. Издавленная землей и небом задыхалась черная ночь. Попробуем перелезть! Ну тогда сломаем ее. Мы ударились о стену, и она окрасилась кровью наших ран, но осталась глухой и неподвижной. Мы впали в отчаяние. Убейте нас! Убейте нас! Пожалуйста. Я голоден. Я хочу танцевать. Надо еще немного потерпеть, еще немного осталось. Каждый из нас ищет человека. Все, что мы делаем, все, что думаем, все, чего хотим, найти своего человека. И называем мы это по-разному. И иллюзии у нас очень разные, и методы, и способы. Просыпаемся с утра, пьем кофе или чай, идем на работу, учебу или вовсе никуда не идем. Стоим в очередях, говорим по телефону, занимаемся сотнями, нет, тысячами дел ежедневно. И все это время ищем. Мы разные. И цели у нас у всех разные. Кто-то хочет продвинуться по службе, кто-то мечтает о новой машине, кто-то пьет, гуляет, прожигает жизнь. Кто-то обрел семью, родил ребенка. И все мы о разном, из-за разного и по-разному. Но нас объединяет именно это. Мы все ищем человека. Человека, который придаст особый и единственно важный смысл всему, что происходит. Не просто каждому дню, но и каждому мгновению этого дня. Человека, что способен не просто дать нам повод улыбнуться, но и наполнить нас самих тем неповторимым светом, теплом, покоем. Человека, который будет нужен как воздух, а ты будешь нужен ему. Человека, чьи шаги, вдохи и выдохи, касания, смех и голос мы узнаем из миллионов, чье присутствие станет столь же необходимым, как и сама жизнь, и, возможно, даже больше.
лютой бессмысленности. Того, который станет самым важным мотивом жить, быть, любить. Человека, с которым не нужно света, потому что свет между вами всегда. Мы ждем, ждем, ждем и часто не дожидаемся. И убеждаем себя, что нам никто не нужен. Или же берем первого попавшегося и фантазируем, что это он и есть. Но время неумолимо, и все иллюзии однажды рушатся. Человек, который боится мечтать, убеждает себя, что он не мечтает вовсе. Но даже убедив себя и других в том, что в нашей жизни все на месте, мы продолжаем искать того самого человека. Даже не веря, забыв зачем, и один день похож на другой. И годы идут, исчисляясь в мгновениях, в часах, днях и ночах. Мы ждем своего человека, чтобы однажды жизнь обрела смысл. Inside your grave side, and I cry every day. And so till time does heal every Это дураки. Это дураки. Они думают, что за стеной светло, но там так же темно. Там тоже ползают прокаженные, и они тоже хотят, чтобы их убили. А старик? А что старик? Что старик? Он глупый, слепой и глухой. Кто видел дырочку, которую он сделал в стене? Вот ты видел? Я видел? Нет. А сам что лазит? Убейте нас! Красивых и сильных она убивала, а нас побоялась тронуть. Подлая она! У нас не было времени. И не было ни вчера, ни сегодня, ни завтра. Ночь никогда не уходила от нас, чтобы прийти оттуда крепкой, ярко-черной и спокойной. Оттого я была всегда злая, угрюмая и задыхающаяся. Злая она! Случалось так, что невыносимое делалось слушать наши вопли и стоны, видеть наши язвы, горе и злобу. И тогда бурной яростью вскипала ее черная, глухо работающая грудь. Она рычала на нас, как плененный зверь, разум которого помылился, и гневно мигала страшными огненными глазами, озарявшими черные бездонные пропасти, мрачно, гордо спокойную стену и жалобную кучку дрожащих людей. Ты
дружбе. Она всегда была нашим врагом. Всегда. А ночь, она всегда возмущалась нашим малодушием, нашей трусостью и начинала грозно хохотать. Старые лысые горы подхватывали этот сатанинский хохот. Но каждую секунду мы были как боги. Сладким пением казался нам вопль голодного. И с веселой завистью смотрели мы на тех четырех, сходящихся, расходящихся и плавно кружащихся в бесконечном танце. Уйди. Нет. Ты уйдешь. My whole life is misery. My whole life is grief. The face painted just hides my soul. My life is a deceit. My makeup lies redundant now. Between my canvas walls, let rouge Однажды, через 5 лет, мы встретимся с тобой в одном из наших любимых кафе. И я взглянул в твои глаза, как смотрел много раз когда. Это не будет похоже ни на один взгляд из прошлого, скорее на его отголосок. Я не почувствую ни трепета, ни дрожи. Но что-то теплое спрятано за 7 замками. Ты закажешь двойной эспрессо. Так приятно, что есть мелочи, которые не меняются, несмотря на годы. Мы будем молчать. Не знаю, о чем говорить. Ведь самыми чужими становятся прошлые близкие люди. А может быть, ты заговоришь, а я буду слушать. Знаешь, я часто слушаю. А говорю лишь только с близкими мне людьми. Да, и ты закажешь двойной эспрессо. Я улыбнусь, эти вещи не меняются, эти мелочи. Это так приятно. А что насчет меня? Я разлюбил эспрессо 5 лет назад, теперь я пью только американо. Мы сидим за нашим столиком. Все в той же кафешке. Будто не было этих 5 лет. И не сменялись времена года, лица, чувства и эмоции. Словно не было всех этих моментов радости и печали, твоих и моих. Словно ты и я не смеялись и не плакали, не напивались, не гуляли по ночному городу, по разным улицам, слушая в наушниках разную музыку. Не провожали лето и не встречали весну. Ты, я, не мы. Ты, я. Но они же были. Множество месяцев. Еще больше дней, просто неисчислимое количество секунд. Вдохов, шагов, выдохов. Сколько всего было. Я ничего не знаю о людях в твоей жизни, встречах. А ты о моих. Какая разница? Сейчас есть приятный запах кофе, полумрак и этот странный взгляд. Он похож на один из тех. Мы все так же молчим. И это к лучшему. Знаешь, я не хочу знать, как у тебя дела. Как ты поживаешь. Любимые цветы твоего мужа, имена твоих детей. Какие обои у тебя в спальне. Я не хочу всего этого знать. Я не хочу знать, была ли ты на море. А может, съездила наконец-таки в горы. Или затыкалась в душном городе. Я не хочу всего этого знать. Смотрю в твои глаза.
понять, что я видел в них тогда, 5 лет назад. Это похоже на отголосок. Эхо, тишина. Но ты молчи. Ведь если ты заговоришь, я услышу твой голос. И я вспомню все, а я этого так не хочу. Я просто хочу выпить кофе. Свой горячий американо. И уйти. Уйти, оставив на столе розу. На длинные ножки. И шлейф своих духов. Тех самых. Как здорово, что есть вещи, которые не меняются. Люди, они меняются. Они забыли язык, на котором понимали друг друга, и это навсегда. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку, как нельзя дважды пережить одну и ту же в точь-в-точь эмоцию. Не стоит предлагать себе подмену. Все, что я запомнил, мой взгляд, не мой вопрос, и ответ. Я разлюбил свою жизнь. Многоточие. My whole life was a Это было так весело и так приятно. Я обнимал ее, а она улыбалась. И зубки у нее были такие беленькие-беленькие, а щечки розовенькие-розовенькие. Это было так приятно. Убейте нас! Убейте нас! Убейте нас! Убейте нас! Убейте нас! Но такая плотная стена не пускала меня! Убейте нас! Тогда злился, плевался и бил ее кулаками! Смотрите на эту убийцу. Она смеется над вами. Но глухие и неподвижные были их спины, как вторая стена. Это так страшно, когда не видишь лица людей, а одни их спины. Глухие и неподвижные. Убейте! Как же странно иногда бывает жизнь. Ты живешь какой-то обычной жизнью, и вдруг в ней появляется человек. Мужчина. Точнее, сперва ты появилась в его жизни. А ты сама его сначала не заметила. Но он появился, и ты увидела его каким-то боковым зрением. Точнее, не самого его, а какой-то силуэт. И не придала этому значения. Но постепенно этот силуэт становился все определеннее, отчетливее. И вот ты видишь перед собой конкретного мужчину. И до этого ты, конечно же, мечтала, что в твоей жизни кто-то появится. И у тебя не было никаких сомнений, что ты достойна счастья. Но это конкретный и определенный не имеет ничего общего с тем прекрасным, размытым образом, который ты себе рисовала. И ты понимаешь, нет, это совсем не то, что тебе нужно. Но этот конкретный делает так много усилий, чтобы стать ближе к тебе. Он так пытается ворваться в твою жизнь, его становится так много. Он встречает тебя после работы, провожает до дома, звонит, что-то говорит в трубку или просто молчит. И ты думаешь, да, это он. Но от того, что его так много, иногда тебе становится страшно. Потому что ты думаешь, вот включишь телевизор, и он там появится. Но однажды, сидя с друзьями в кафе, ты вдруг подумаешь, вот интересно, а где сейчас этот человек? И почему он тебе сегодня ни разу не позвонил? А потом подумаешь, ой, а почему я об этом подумала? И как только ты об этом подумал, ты ни о чем другом в мире
И все. Тебе... Дурак. Что вы с ней будете делать? Мы с ней будем продавать камни, которые падают со стены. А дети? А детей мы будем убивать. Глупо как-то получается. Родить детей, потом убить их. А она ему вскоре изменит. У нее такие лукавые глаза. А давайте сломаем стену! Давайте! И раз! И О! Камень! Ой, камушек, камень! Ой, камушек, камень! О! Голодный! Ой, голодный, голодный! Ой, голодный, голодный! О! Ночь! Ой, ноченька, ночка! Ой, ноченька, ночка!
удачливости игрока и от того, как упадут кубики. Повезет, выпадут нужные цифры, и игрок сразу же перескочит вперед, передвигаясь ближе к финальной цели. А не повезет, фишка отодвинется назад, отдаляясь от конечной цели. То есть от усилий, которые предпринимает сама фишка, ничего не зависит. Другое дело, что это самое повезет может оказаться совсем даже не везением. Ведь кто знает, что там на самом деле лежит за этой чертой, обозначенной словом «финиш». Что дальше? Боюсь, это можно будет узнать только тогда, когда фишка достигнет таки финиша. Может быть, поэтому человечество столь упрямо пытается достигнуть финала. Ведь неизвестность не только пугает, но и дает надежду, обещает что-то иное. Плохое, но или хорошее, это не важно. Кто же тогда играет в эту игру? Кому она нужна? Зачем? Макс Фрай однажды пожалел компьютерных персоналей, которые оживают только тогда, когда пользователь включает игру. На что ему заявили, что может быть для ботов игра с пользователем лишь сущная обязанность. Самое интересное начинается только тогда, когда пользователь подключает игру. Чего же ждать? А вот ждать как раз-таки ничего не следует. Кто знает, может быть, истинный смысл как раз-таки в том, чтобы никогда не достигнуть финала. Есть версия, что это наша жизнь своеобразный естественный отбор. Ну, в принципе, отбираются претенденты. Может быть, боги решили выявить самое удачливое живое существо? Зачем это? В их бесконечной вечности найдется время для любого дела, даже для совершенно бессмысленного. А если смысл все-таки есть, значит, те, кто следовал данной установке, в конце окажутся правы. Однако я не хотела бы коротать вечность в компании тех, кто, сломя голову, пытался достигнуть этого финала. Я пересытилась их обществом настолько, что в полном одиночестве не могу куда умереть. Уж лучше раствориться, исчезнуть в бесконечном космосе. Но вот на самом деле интересно, что бы было, если однажды вернуться на старт? Что бы вы, например, сделали, если бы компьютерный персонаж выбросил бы карты и не стал бы с вами играть? Я голоден! Я голоден. Вот было смешно. Тут умер за голодного, а голодным даже кусочка от ноги не досталось. И вот что было дальше. Высоко ногами стала худая старая женщина с опухшими щеками и длинными нечесанными волосами, похожими на гриву старого седого голодного волка. Одежда ее была разорвана, и были видны ее шелковые
костлявые плечи и обвислые груди, истощенные материнством. Она поднимала руки к стене, и все взоры последовали за ними. Она заговорила, и в голосе ее было столько муки, что стыдливо замер отчаянный вой голодного. Отдай мне самого себя. Она выпустит на свет тех, кто загнан в темный угол выживания. И она не будет повторять те жестокие, но красивые слова. Если мы все одиноки, то в одиночестве мы все вместе. Осень называется зоном грусти. Я так не считаю, потому что настоящая грусть приходит вместе с летом, когда не с кем разделять четверть солнца. Пусть этой осенью будет немножко больше тепла, понимания себя и тех, кто гроет. Больше внимания и поддержки к вам и от вас. А если внутри есть свет, тучи не страшны. А если внутри любовь, не всегда будет с кем поделиться. А если внутри тьма, пустота и одиночество, это не зависит от времени года. Извините. Боже, ты проклята! Проклято. Tell me my life is not mine to take. Она падает! Братья, она падает! Ты ошибаешься, прокаженный. Пусть стоит она! Но разве каждый труп не есть ступень к вершине? Нас же много, и жизнь наша тягостна.
Так давайте устелим трубами землю. На трубы настелим новые трубы и так дойдем до вершины. Если останется хоть один, он же увидит новый мир. Братья! Горе! Но только спину увидел я, прокаженный, и слышал. Горе! So